Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вы смотрите канал «Давай запишем», у микрофона Александр. Сегодня мы с вами будем знакомиться с новыми инструментами от компании Behringer. Это вокальные микрофоны SL85S и BA85A. Поехали! Глядя на эти вещицы, волей-неволей понимаешь, что они очень здорово тебе кого-то напоминают. И это не просто так. Пожалуйста. SM58 и Beta58A. Оба из семейства Shure. Ну что, попытка клонировать? Наверное, ничего криминального в этом нет. Вот только хорошо бы вместе с внешним видом сделать их хоть как-то похожими и по рабочим характеристикам. Возможно ли это при том, что по цене они отличаются как Эверест и Марианская впадина? Вот это и будем сейчас выяснять. Но для начала давайте все-таки о цене, коль я о ней заговорил. И обращаю внимание, что цены актуальны на момент записи этого видео. Учитывайте это. Итак, Behringer SL85S и Shure SM58. Немножко округляя цены, это 1500 и 9500. Теперь Behringer BA85A и Shure Beta58A. Почти 1900 рублей и 14,5. Ну, разбег действительно космический. Сейчас подробнее остановимся на паре SL85S и SM58. Оба имеют кардиоидную направленность, диапазон частот 50-16 тысяч у Behringer и 50-15 тысяч у Shure. Сопротивление 300 и 150 Ом соответственно, вес плюс-минус одинаковый по 300 граммов. Ну вот как бы и все в плане просто поговорить о них. Ну а теперь прям сгораю от нетерпения подключить их и услышать разницу, эквивалентную примерно 130 американским рублям. Пробуем. Динамический микрофон. Это микрофон, сходный по конструкции с динамическим громкоговорителем. Он представляет собой мембрану, соединенную с проводником, который помещен в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Колебания давления воздуха, то есть звук, воздействуют на мембрану и приводят в движение проводник. Когда проводник пересекает силовые линии магнитного поля, в нем наводится электродвижущая сила индукции. ЭДС индукции пропорциональна как амплитуде колебаний мембраны, так и частоте колебаний. В отличие от конденсаторных, динамические микрофоны не требуют фантомного питания. В результате звук у Behringer мне показался каким-то противным по частотам, как по низким, так и по высоким, плюс каким-то неровным. Шурик показал себя очень благородным по звуку, частотно сбалансированным и ровным по динамике. Теперь давайте посмотрим на то, как эти микрофоны будут реагировать на отклонение подачи звука по направленности. Behringer SL85S. Динамический микрофон, кардиоидная направленность, частотный диапазон 50-16 тысяч Гц, сопротивление 300 Ом, вес 320 граммов, цена 1490 рублей. Shure SM58. Динамический микрофон с кардиоидной направленностью, диапазон частот от 50 до 15 тысяч Гц, сопротивление 150 Ом, вес 298 граммов, цена в районе 9500 рублей. Ну, тут каких-то особенных заключений выдавать не нужно. Оба подтверждают свою направленность и просят петь и говорить в них правильно. Ну и хорошо бы для полноты эксперимента в них еще и спеть. Непременно это сделаю, но только после того, как проделаю все манипуляции со второй сражающейся между собой парой. Итак, Behringer BA85A и Shure Beta58A. Оба суперкардиоидные, имеют одинаковый частотный диапазон от 50 до 16 тысяч Гц, сопротивление 300 и 150 Ом, вес приблизительно по 300 граммов. Слушаем их и пытаемся уловить разницу, которая в этой паре стоит почти 200 американцев. Динамический микрофон используется для преобразования акустических колебаний в электрический сигнал.
Он состоит из тонкой мембраны, которая называется диафрагма. Тонкий провод образует катушку, а магнит создает магнитное поле. Акустические колебания вызывают изменения в воздушном давлении, что способствует движению диафрагмы. Благодаря этому катушка начинает свое движение в магнитном поле. Данное движение способствует вращению провода, благодаря чему возникает электрический ток. Главная особенность динамического микрофона – это возможность работы без фантомного питания. Подобные микрофоны очень хорошо подходят для живых концертных выступлений и в отдельных случаях для студийной работы. И что у нас здесь по разнице? В случае с предыдущей парой картинка уже получше, хотя все равно слышна некая частотная сдавленность в звуке Behringer, отсутствие мяса и совершенно неприятные сибилянты. Про бету сказать нечего, все отлично слышно и понятно. Теперь давайте понаблюдаем за суперкардиоидой. Behringer BA85A. Динамический микрофон, суперкардиоидная диаграмма направленности, частотный диапазон 50-16 тысяч Гц, сопротивление 300 Ом, вес 278 граммов, цена 1890 рублей. Shure Beta58A. Динамический, суперкардиоидный, диапазон частот 50-16 тысяч Гц, сопротивление 150 Ом, вес 320 граммов, вес в рублях 14,5 кило. Ну и что у нас тут? Микрофоны отрабатывают свою суперкардиоидность, но заметно, как Shure слабее реагирует на звук мимо его оси, а стало быть и лучше будет отсекать все ненужное. Ну а сейчас переходим к вокальной части нашего теста. Внимательно наблюдайте за видео, мы будем четко показывать, где какой микрофон поет, ну и, конечно, внимательно слушайте. Выводы делать вам. Расскажите, птицы, что вас манит ввысь, надо мною вы так дерзко вознеслись. Может, потому вам так легко лететь, что к успеху не стремитесь вы успеть, что не мучат вас обиды прошедших лет, крылатых лет, прекрасных лет. Полно. Летите, летите через полночь, и солнце в зените, по куплету всему свету вы раздайте песню эту, и дождей грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту, и дождей грибных серебряные нити. Коллеги, что можно сказать в финале? Возможно, кто-то не услышал никакой разницы, а кому-то она показалась более чем заметной. Это очень хотелось бы услышать от вас. Могу сказать, что по большому счету многое зависит от умения работать с микрофонами разного ценового уровня и от того, с какой аппаратурой мы их используем. Но вот если взять откровенно дешевый пульт с бесполезно частотным эквалайзером, то туда что ни воткни, ничего хорошего не получишь. Поэтому покупать микрофон, который будет стоить в 2 раза дороже пульта, наверное, бессмысленно. Все должно как-то разумно подбираться одно к одному. Вот и Behringer, видимо, действует в рамках своей фамилии по данному принципу. 6 рублей пульт, 1,5 микрофон. Это соотносительно, но качественно ли? Это очень большой и больной вопрос. Размышляйте, пишите, спрашивайте. Это канал «Давай запишем», мы стараемся для вас. До встречи. Ну что, попытка клонировать? Да, наверное, ничего криминального. Сейчас подробнее остановимся на паре SL85S и SM58 просто. Видимо, и Behringer действует также в рамках своей фамилии. Интересная фамилия.